Где я? Как вы думаете, где я? Я думаю, что вы уже догадались, где я. Вы точно догадались, где я сейчас нахожусь. Я в аэропорту. Я в аэропорту. Почему я в аэропорту? Как вы думаете? Конечно, это глупый вопрос. Ответ очевиден. Я в аэропорту, потому что я сегодня куда-то лечу. Я куда-то лечу, поэтому я сейчас в аэропорту. И, друзья, сегодня мы с вами повторим или выучим лексику по теме аэропорт. Я в аэропорту. Этот влог предназначен для студентов, чей уровень примерно А2, Б1. Полетели! Вы изучаете русский язык? Это программа для вас. Русское радиошоу. Как вы видите, друзья, я специально выбрал такое тихое место в аэропорту. Обычно в аэропорту много людей, много пассажиров. Везде люди, чемоданы, везде шумно, но я нахожусь в таком достаточно тихом месте. Я нахожусь в относительно тихом месте. Это здание аэропорта, и это здание называется, конечно же, терминал. Я сейчас в терминале, в аэропорту, а то место снимать нельзя, поэтому я его снимать не буду. Но расскажу вам, что это место называется паспортный контроль. Паспортный контроль. Если вы хотите путешествовать, вам нужны документы, вам нужен паспорт или в некоторых случаях идентификационная карточка. Идентификационная карточка. Поскольку я сегодня лечу за пределы Европы, то у меня паспорт. У меня паспорт. Так, интересно, мой самолет не задерживается? Какое-то объявление. В аэропорту объявление. Что она говорит? Она говорит... Ничего не понятно. Что она говорит, не знаю. Как хорошо, что в аэропорту есть табло. Табло. Мы можем посмотреть всю информацию на табло. Табло вылетов или табло прилетов. Давайте посмотрим. Так, это табло. Во сколько мой рейс? Мой рейс в 12:45. Лондон, аэропорт Станстед. Время вылета 12:45. Пункт назначения Станстед. Номер рейса. Номер рейса FR9015. Номер рейса FR9015. И выход на посадку W42. W42 – это выход на посадку. Это выход на посадку. А люди проходят паспортный контроль, показывают свои документы и проходят паспортный контроль. Самое приятное в аэропорту – это пойти в кафе. Самое приятное в аэропорту – пойти в кафе, выпить кофе, съесть бутерброд, посидеть в интернете. Но, как вы знаете, в аэропорту очень все дорого. Все очень дорого. Давайте посмотрим. Например, вода стоит 4 евро 65 центов, а фрукты стоят 4 евро 95 центов. Очень дорого, поэтому лучше еду брать с собой. Чтобы попасть сюда, чтобы попасть в терминал, конечно же, сначала нужно зарегистрироваться на рейс. Зарегистрироваться на рейс. Это очень важно. Если вы не зарегистрируетесь на рейс, то вы не сможете лететь. Таковы правило. Если вы не зарегистрировались на рейс, вы не можете лететь. Поэтому регистрация на рейс очень важна. Регистрация на рейс обязательно. Я сегодня путешествую налегке. Я путешествую налегке. Очень хорошая фраза. Я путешествую налегке. У меня только рюкзак. У меня только рюкзак. И у меня ручная кладь. И у меня ручная кладь. Ручная кладь обычно до 8 или до 10 килограммов. Посмотрите, какой у меня чемодан. Не волнуйтесь, с чемоданом все в порядке, это такая модель. Это такая модель. Хотя, если честно, я путешествую не совсем налегке, потому что путешествовать налегке – это значит только с рюкзаком. Я путешествую не совсем налегке, но, по крайней мере, у меня нет большого чемодана, который нужно сдавать в багаж. Как вы знаете, если у вас большой чемодан до 23 килограммов, то его нужно сдавать в багаж, когда вы регистрируетесь на рейс, на стойке регистрации. Когда вы приезжаете в аэропорт, вы обычно идете на стойку регистрации, там регистрируетесь на рейс и сдаете багаж. Но
У меня онлайн-регистрация. Я зарегистрировался по интернету, потому что у меня нет большого чемодана, мне ничего не надо было сдавать в багаж, у меня только рюкзак и ручная кладь. Русское радиошоу. Когда вы приезжаете в аэропорт, вы, конечно же, должны зарегистрироваться на рейс, если не сделали этого онлайн. И, конечно, вы должны пройти зону досмотра. На зоне досмотра вы должны отдельно положить все жидкости. Хотя в некоторых городах уже не нужно доставать жидкости в аэропорту. Но я сегодня должен был достать все жидкости. Здесь крем, здесь пена для бритья, здесь какие-то капли медицинские. В общем, все это нужно достать и показать на зоне досмотра. Ну и, конечно, еще нужно достать всю технику. Нужно достать компьютер, нужно достать планшет, нужно достать электронную книгу. Все нужно достать и показать, чтобы полеты были безопасными. Специальные сотрудники аэропорта должны все проверить. Проверить, что у вас нет бомбы, что у вас нет ничего опасного. Так, отлично. Я прошел зону досмотра. Никаких проблем, никаких опасных предметов и опасных веществ у меня нет. Так что я могу путешествовать без проблем. Ох, как жарко в аэропорту, жарко. Не знаю почему, может быть, не работает кондиционер. Очень жарко в аэропорту. Может быть, жарко, потому что я в шапке и в свитере. Очень жарко. Как хорошо, что мой рейс не опаздывает. Как хорошо, что мой рейс не отменен. Иногда бывает, что ты сидишь в аэропорту и слышишь объявление, и говорят: ваш рейс задерживается. И ты думаешь: какой ужас! Иногда рейс задерживается на час, иногда рейс задерживается на 2, а иногда рейс задерживается на несколько часов. Но все это лучше, чем рейс, который отменен. Да, у меня были такие случаи. Я сидел в аэропорту, и уже практически, когда я находился у выхода на посадку, я узнавал: рейс отменен. Что делать в такой ситуации? Идти в бар и пить пиво. Мы по-прежнему в терминале. Так, я прошел зону досмотра, я прошел паспортный контроль, я показал свой паспорт. Сейчас я нахожусь в зоне вылета. Это зона вылета. А если бы я, наоборот, сейчас прилетел сюда, то я был бы в зоне прилета. Вылет и прилет. Зона вылета, зона прилета. Я сейчас в зоне вылета. Здесь, как я уже сказал, есть кафе, есть пассажиры, которые ищут свой выход на посадку. Надеюсь, вы видите, что я хожу по терминалу кругами. Пока я снимаю влог, я хожу по терминалу кругами. Так, это выход на посадку, но это не мой выход на посадку. Это выход на посадку. Вы видите, здесь пассажиры, уже есть очередь. У выхода на посадку есть очередь, и самолет летит в Бристоль. Это не мой рейс. Многие путешествуют налегке, у многих только рюкзак. Многие путешествуют налегке. Так, я вижу свой выход на посадку. W42, Станстед. И уже есть небольшая очередь. Люди ждут, когда можно будет пойти в самолет. Я вижу, что уже люди показывают свои паспорта, пассажиры показывают документы. И самое главное, чтобы вам лететь, нужно иметь посадочный талон. Посадочный талон, у меня электронный посадочный талон. Его нужно будет показать. Иногда есть бумажные посадочные талоны, но у меня электронный посадочный талон. Я не знаю, можно снимать всю процедуру. Я не знаю, в аэропорту есть очень строгие правила, что можно делать, а чего нельзя делать. Я знаю, что в зоне таможенного досмотра нельзя снимать. В зоне предполетного досмотра, там, где проверяют вашу жидкость, технику, тоже нельзя снимать. А в зоне паспортного контроля тоже нельзя снимать. Надеюсь, что здесь снимать можно, но я не уверен. Я прошел, у меня проверили паспорт, проверили мой посадочный талон, и сейчас я иду в так называемый рукав. Вы знаете, что вот эта часть — это рукав,
Не рука, а рукав. Это часть одежды, часть свитера, рукав. И я сейчас иду в так называемый рукав и сразу попаду в самолет. Сразу попаду в самолет. Это очень удобно. Иногда нужно ехать на автобусе до самолета, иногда нужно идти пешком до самолета по летному полю. Это летное поле. Здесь в аэропорту очень удобно. Здесь есть так называемый рукав. Итак, выход на посадку и рукав. Надеюсь, вы видите, друзья, там сидят пилоты, они готовятся к полету, Пилоты готовятся к полету. Это очень трудная и ответственная работа. Здесь есть кондиционер, наконец-то. Свежо и хорошо. Так, сейчас мы заходим в самолет. Сейчас все пассажиры заходят в самолет. Все пассажиры должны разместить свой багаж на багажных полках и занять свои места. Hello. Так, мое место 14F. 14F. Интересно, у меня место у окна, посередине или у прохода? На самом деле я знаю, что у меня место у окна, потому что я обожаю летать у окна. Нас, конечно, встречает экипаж самолета. Это стюардессы, стюарды. Так, друзья, я уже в самолете. Я положил чемодан. Точнее, это чемодан, конечно, но это ручная кладь. Я положил ручную кладь на багажную полку. А рюкзак я должен положить под сиденье. Я кладу рюкзак. Вот, мой рюкзак теперь под сиденьем. Не очень удобно, потому что нет места для ног. Не очень удобно, конечно, но зато билет стоил дешево, потому что это лоукостер. Вы видите, друзья, пассажиры заходят в самолет, их встречают бортпроводники, стюарды и стюардессы. Как жарко, друзья, как жарко. Мне нужен воздух. Нужно пристегнуть ремень безопасности. Нужно обязательно пристегнуть ремень безопасности. Это очень важно. Нужно пристегнуть ремень безопасности. Обязательно. Оп. Все, я готов лететь. Объявление в салоне самолета. Бортпроводники рассказывают, куда мы летим, если кто-то потерялся и забыл, куда он летит. Бортпроводники просят пассажиров быстрее занимать места, чтобы самолет смог вылететь вовремя. Так, друзья, я прилетел. Погода в Лондоне ужасная. Туман, ветер, дождь. Я уже прошел паспортный контроль. То есть я уже официально на территории Соединенного Королевства. И это багажная лента. Здесь пассажиры ждут свой багаж, ждут свои чемоданы, но, как вы помните, я надеюсь, вы помните, у меня только рюкзак, только ручная кладь, так что мне здесь ждать нечего. Вы думаете, я прилетел в Лондон? Нет, друзья, я лечу в Литву, но у меня не прямой рейс, у меня рейс с пересадкой. Так что здесь, в Лондоне, у меня пересадка, и потом я полечу в Литву. Кстати, друзья, за моей спиной магазин Duty Free, или магазин беспошлинной торговли, магазин Duty Free, или мы иногда называем его просто Дютик. Магазин беспошлинной торговли, магазин Duty Free. Говорят, что там можно купить дешевле какие-то продукты, какие-то товары, но мне кажется, это неправда. Говорят, что там можно купить что-то дешевле, чем в городе, но, честно говоря, я большой разницы не вижу. Так, вот я в аэропорту Лондона. И снова, друзья, мы можем повторить всю лексику, которую мы уже знаем. Стойки регистрации. За моей спиной стойки регистрации. Очередей нет.
людей немного, стойки регистрации. Так, это выход в город. Выход в город. Люди, которые прилетели в Лондон, они сейчас выйдут и будут ждать автобуса или, может быть, поедут на такси в город. Как вы видите, здесь тоже не очень много людей, не очень много пассажиров. А сейчас я иду... Что делать, как вы думаете? Я иду на паспортный контроль, я опять иду на паспортный контроль и опять иду в зону досмотра. Опять я буду показывать свой паспорт и опять я буду доставать из своего рюкзака, из своего чемодана компьютеры, жидкости и так далее. Друзья, это потрясающе. Не нужно было вытаскивать жидкости и компьютеры, потому что здесь, в аэропорту Станстеда, уже установили какие-то новые сканеры. Эти сканеры сканируют и проверяют вашу жидкость и вашу технику. Потрясающе. Я был здесь 3 или 4 месяца назад, и тогда надо было вытаскивать все из чемодана. Сейчас нет. Так что проверка прошла очень быстро, досмотр прошел очень быстро. Я сейчас в бизнес-лаунже. Это бизнес-лаунж. Здесь люди едят, пьют, общаются и ждут своего рейса. Но вы не думайте, что я богатый. Просто у меня банковская карточка, которая позволяет мне иногда заходить в бизнес-лаунжи. Буду здесь ждать своего рейса. На сегодня все. Изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!